Всем привет, друзья! Сегодня я подготовил немного информации о творении сумрачного тевтонского гения, а именно о сверхорудии Дора. Это исполинское орудие действительно впечатляет воображение, однако было ли оно эффективным? Давайте немного погрузимся в историю его создания. Развитие артиллерии Германии после Первой мировой войны было серьезно ограничено Версальским договором. Согласно положениям этого договора, Германии запрещалось иметь любые зенитные и противотанковые пушки, а также орудия, калибр которых превышал 150 мм. Таким образом, создание крупнокалиберной и мощной артиллерии было вопросом чести и престижа для руководителей Третьего Рейха. В 1936 году при посещении Гитлером заводов фирмы Крупп он потребовал от руководства компании немедленно спроектировать сверхмощное орудие, которое могло бы уничтожить французскую линию Мажино и бельгийские пограничные форты, например, Эбен-Эмаль. Руководить разработкой нового германского орудия назначили Эриха Мюллера, который обладал огромным опытом в данной области. Заложенные в проекте характеристики орудия действительно впечатляют. Калибр 807 мм, длина ствола 32 метра, вес снарядов составлял от 5 до 7,5 тонн в зависимости от типа. Минимальная дальность стрельбы 25 км, а максимальная 50. Полная длина орудия составляла 50 метров, общий вес около 1400 тонн. Живучесть ствола составляла 300 выстрелов, скорострельность 2-3 выстрела в час. О ходе работ по созданию пушки непосредственно докладывали Гитлеру. Линию Мажино и бельгийские форты немцы захватили в мае-июне 1940 года, и Гитлер нашел для Доры новую цель – укрепление Гибралтара. Но тогда возникли бы сложности при перевозке орудия, так как мосты в Испании не выдержали бы веса исполинского орудия, и к тому же Франко не горел желанием пропускать орудие через свою территорию. В феврале 1942 года, после неудачи первого штурма Севастополя, начальник генерального штаба сухопутных войск генерал Гальдер приказал отправить Дору в Крым и передать в распоряжение командующего 11-й армией для усиления осадной артиллерии. Группа штабных офицеров заранее вылетела на место действия и выбрала огневую позицию в районе поселка Дуванкой. Инженерная подготовка позиции, расположенной на расстоянии около 20 километров от оборонительных сооружений Севастополя, закончилась к июню 1942 года. К позиции пришлось проложить специальный подъездной путь длиной в 16 километров, а также специальные искривленные ветки. По ним с помощью двух дизельных локомотивов мощностью по 1000 лошадиных сил каждый перемещали орудия и осуществляли горизонтальное наведение. Инженерную подготовку местности вели 1500 рабочих и 1000 саперов 4 недели. Так как оборудование Доры доставлялось в 106 вагонах 5 поездами, в месте разворачивания орудия построили целую сортировочную станцию. Для дезинформации составы с оборудованием Доры сначала были доставлены под Керчь, где стояли до 25 апреля. А после подготовки позиции были скрытно переброшены под Бахчисарай. В 43 вагонах первого поезда прибыли обслуживающий персонал, кухня и средства маскировки. В 16 вагонах второго поезда привезли монтажный кран и вспомогательное оборудование. В 17 вагонах третьего доставили части самой пушки и мастерскую. Четвертый поезд 20 вагонов перевез 400-тонный 32-метровый ствол и механизмы заряжания. В 10 вагонах пятого поезда, в которых поддерживался искусственный климат, постоянно 15 градусов по Цельсию, размещались снаряды и пороховые заряды. Дору обслуживали и охраняли более 4000 офицеров и солдат, плюс 2 полевых борделя, каждый по 20 девушек. По замыслу немцев, пушка должна была быть укрыта в горе, для чего в ней сделали специальный разрез. Поскольку положение ствола пушки изменялось только по вертикали, то для изменения направления стрельбы по горизонтали Дора монтировалась на железнодорожной платформе, стоящей на 80 колесах, двигавшейся по круто изогнутой дуге железнодорожного полотна с 4 путями. Орудие было собрано за 54 часа и к началу июня подготовлено к стрельбе. Манштейн писал: 5 июня в 5:35 первый бетонобойный снаряд по северной части Севастополя выпустила установка Дора. Следующие 8 снарядов полетели в район батареи номер 30. Столбы дыма от взрывов поднимались на высоту 160 метров.
Однако ни одного попадания в броневые башни достигнуто не было. Точность стрельбы орудия с дистанции почти 30 километров оказалась весьма невелика. Еще 7 снарядов Доров в этот день выпустило по так называемому форту Сталин. В цель попал только один из них. На следующий день орудие семикратно обстреляло форт Молотов, а затем уничтожило большой склад боеприпасов на берегу бухты Северной, укрытый в штольне на глубине 27 метров. Это, кстати, вызвало большое недовольство фюрера, который считал, что Дора должна использоваться исключительно против сильно укрепленных фортификационных сооружений. В течение 3 дней 672-й дивизион израсходовал 38 снарядов, осталось еще 10. Уже в ходе штурма 5 из них 11 июня были выпущены по форту Сибирь, в цель попали 3, остальные выстрелили 17 июня. Лишь 25 числа на позицию был доставлен новый боезапас – 5 фугасных боеприпасов. Согласно известным данным, с 5 по 17 июня Дора сделала 48 выстрелов. Вместе с полигонными испытаниями это полностью исчерпало ресурс ствола, и орудие увезли в тыл. Однако в мемуарах Манштейн утверждал, что Дора выпустила по советской крепости гораздо больше, почти 80 снарядов. В целом, применение Доры не дало тех результатов, на которые рассчитывало командование. Так было зафиксировано лишь одно удачное попадание, вызвавшее взрыв советского склада боеприпасов, находившегося на глубине 27 метров. В остальных же случаях снаряд пушки, проникая в грунт, пробивал круглый канал диаметром около 1 метра и глубиной 12 метров. В результате взрыва боевого заряда грунт в его основании уплотнялся, образовывалась каплеобразная глубинная воронка диаметром около 3 метров. Оборонительные же сооружения могли быть повреждены только при условии прямого попадания. В дальнейшем Дору отправили под Ленинград, в район станции Тайцы. А когда началась операция по прорыву блокады города, то немцы спешно эвакуировали свое сверхорудие в Баварию. 22 апреля 1945 года, во время наступления 3-й американской армии, передовые патрули одной из частей при прохождении через лес в 36 километрах севернее города Ауэрбах обнаружили в тупике железнодорожной линии 14 тяжелых платформ и разбросанные вдоль путей остатки какой-то огромной и сложной металлической конструкции, сильно поврежденные взрывом. Позже в близлежащем тоннеле были найдены и другие детали, в частности 2 гигантских артиллерийских ствола, один из которых оказался неповрежденным, части лафетов в затвор и так далее. Командир части, полковник Портер, организовал сбор разбросанных деталей и после тщательного осмотра специалистами пришел к заключению, что все они являются частями 2 сверхмощных артиллерийских орудий. Опрос пленных показал, что обнаруженные конструкции принадлежат Доре и еще одному орудию «Густав». По завершению обследования останки обеих артиллерийских систем сдали в металлолом. Так окончили свой путь самые крупные и мощные в мировой истории пушки. Ущерб, нанесенный их снарядами, оказался ничтожным по сравнению с затратами на их создание. Хотя можно сказать, что психологический эффект не столько от применения, сколько от самого факта существования таких артиллерийских систем был очень велик. До появления баллистических ракет и атомной бомбы суперорудия угнетающе действовали на противника, поднимали моральный дух своих как в тылу, так и на фронте. Вместе с германскими победами первых лет войны такие монстры производили надлежащее впечатление на противника. Друзья, всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось, обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал.